Снова дождливый день. Вчера приплыл на эту стоянку уже под вечер. Тут интересное место. Оборудовано было, видимо, когда-то. Вон тарзанка есть. Ну, пока я не пробовал прыгать. Да и боязно. А вдруг там что на дне, коряга какая, прыгнешь. Потом будет ай-яй-яй. Здесь явно окапывали под палатки места когда-то. Костер всю ночь горел. С утра я встал, еще угли есть. Ну, побросал туда сухих веток. Пару вот гнилушек положил. И он снова горит. Не надо ничего разжигать, мучиться под дождем. Главное, толстые бревна в костер класть. А тут вот интересное сооружение. Из пеньков построена лестница. Видимо, когда-то тут была такая обустроенная стоянка серьезная. Сегодня уже 15, по-моему, августа. Сбился со счета. Палатка стоит. Лодка. Тоже тут окопано все. Вон видно. Но здесь место неровное, не стал ставить палатку. Поставил тут, в таком месте. Вон костер горит. Сейчас я собираюсь сделать из чечевицы блюдо. Мне вчера добрые люди подарили картошку и морковь, и лук. Вот я думаю сделать на основе этого суп из чечевицы. Горит костер. А еще они мне дали 6 маленьких яблочек. Я из них сготовил компот. Компот — это вещь мощная. То 6 яблочек маленьких, ну что, съел их и все. А тут 5 литров компота. Ну или 4 литра. Вот полный этот бак компота. Вчера сварил его, пил. Несколько кружек выпил. И оставил возле костра, чтобы он настаивался. Сейчас посмотрим, что там получилось. О, вон он, компот яблочный. Вот это да. Он настоялся около костра, потом остыл. Сейчас это будет просто нектар, просто сласть. Ну, миски все я переворачиваю кверх дном, чтобы там влага не скапливалась от дождя, потому что сковорода жирная. Может, на ней еще что-нибудь пожарю. А вчера пожарил на ней картошку с луком. Вкуснота, лепота. Вот. Сейчас туда-сюда. Только встал недавно. Дождь барабанил. Приготовлю всю эту чечевицу. А дальше посмотрю. Скорее всего, поеду дальше. Поплыву по реке. Ну, тут что стоять? Место, может, и ничего. Сам вид такой открывается. Вот это ровно в западном направлении. Вчера был прекрасный закат. Просто мистический. Такой задумчивое состояние. Смотришь на него. Медленно меняются цвета и формы этих облаков. Следы какие-то темные на небе. Есть о чем подумать. Опа! Вот он и разгорелся. Разгорелся костер. Потому что там гнилая березовая была
коряга с берестой. Вот она все дала, огонь сильный. Ну и так, мелкие там ветки. Главное, есть угли. Вот, поэтому надо из толстых делать. Уж лучше заморочиться, притащить их. Зато потом горе не знаешь. Он горит и горит и горит часами. Остаются угли, которые даже в плохую погоду можно использовать и развести. Вот. Костер. Буду сейчас компот пить. Вот так вот. Встретились добрые люди. Угостили картошкой. По-видимому, откладывается суп из чечевицы. Утром, ну а сейчас только что, пошел половить. И, что удивительно, выловил щуку на блесну вот такую вот. Это блесна Вильямс Ваблер. Просто обычная колебалка, но оригинальная вроде как, покрытая серебром. Вот. Я на копию подобного ваблера на озерах, на Селигере внутренних выловил очень хорошую крупную щуку. Ну и решил тут попробовать. И вот, ну, она, конечно, не очень большая, но нормальная щучка такая. Сейчас сделаю из нее суп с картофелем и морковью. То давненько что-то не ел я ничего такого рыбного. Вот, щучка. Прямо у берега попалась. Видел, как она клевала на эту блесну. С одной стороны зайдет, с другой. Потом как бросится. И очень сильно она, в общем, зацепилась за эту блесну. Вытащил. Вот сейчас буду разделывать, готовить. Почищу, потроха вытащу и сварю. Потому что она не очень велика, жарить там и все это я не хочу сейчас заниматься жаркой. А будет варево, суп с картошкой, с морковью. Поем, а потом, может быть, поплыву дальше. Скорее всего, так и будет. Вот прямо здесь, в этом месте, около берега, поймалась эта щучка. Первая щучка на этой реке. Вон там что-то шлепает. Может, еще есть. Если поймаю, еще неплохо. С продуктами у меня не очень хорошо. Чечевица, гречка. В принципе, мне хватило продуктов. И даже еще остается. То есть, но на такой спартанский рацион. На суровый рацион. А щучка разнообразит. Сейчас мне тут меню. Так что это большая удача. Вчера приезжал местный житель, говорит, нет, с этой стороны ничего не поймается. Вот там, напротив, надо ставить, надо, говорит, на ночь ставить груз, типа донку там какую-то. Может быть, налим придет, что там медленное течение, вот там вот делать заросли травы. Но налим у меня, к сожалению, нету ничего, кроме спиннинга и блесен. Не подготовился. Надо было и удочку брать, потому что много тут таких мест, где на удочку можно половить. Надо было и набор для донок брать. Ну, кто ж думал. Все в спешке, собирался. Ну, ладно, буду знать, что всегда брать наборы. И удочку, и для донки. Все снаряжение. Конечно, я мог бы. У меня есть овсетник. Сейчас могу вытащить внутренности из этой щуки. Поставить там. Но это надо здесь еще ночевать. Или везти с собой эти внутренности. Налим, конечно, это да. Я бы мечтал бы выловить. Никогда в жизни не ловил налима. Вон они, пеньки. Но, может, когда-нибудь еще повезет. Вот такая вот красота. Хоть и пасмурный день, но все равно хорошо, красиво.
И это недалеко от населенных мест. По прямой отсюда до Красномайского 6-7 километров. Ну, по реке, конечно, гораздо больше. Встретил вчера спортивного гребца. Он непосредственно из Комсомольского, откуда я стартовал неделю назад с лишним. За один день, с огромной скоростью, надрываясь, шел такой, говорит, я до Красномайского доплыву за один день. Весь в мыле, греб как на моторе. Думаю, зачем это надо? Ведь ты же ничего не увидишь кругом себя, измучаешься. Ну, у каждого, конечно, свои какие-то представления, но, на мой взгляд, это просто пустая трата времени. Ну, мог бы сходить в спортзал, там покачаться, так гребсти, ну, в поезде трястись, не выспавшись с утра, все это собирать, плыть потом весь день, офигевшим прийти на вокзал в Волочке и уехать обратно в Москву. Не понимаю, ну зачем? Уж если как бы отправляться в путешествие, то с удовольствием. Или вообще не отправляться. Как говорится, если любить, то королеву, если красть, то миллион. А так все это непонятно мне. Ну, я считаю, у каждого человека есть право выбора. Каждый должен действовать так, как он считает нужным. Я не осуждаю его, просто мне это непонятно. Я бы так делать не стал. Да и не смог бы, наверное. Мне нужна физическая сила, недюжинная. Куда мне уже? Старый человек. Возраст. Никуда от него не деться. А скоро и совсем будет. Поэтому хочу, пока есть силы, попутешествовать, поплавать, половить рыбку. Пожить, короче, нормальной жизнью. А не в этом городе жутком, мрачном, полном зла, полном какой-то вони и физической, и духовной. Ну вот, к сожалению, приходится работать, приходится ходить на работу. Потому что бедные люди мы, что делать? Малообеспеченные. Не имеем возможности проводить свое время так, как хотелось бы. Вынуждены работать. На пенсии, да, но на пенсии уже будет физически тяжело. Жестокая жизнь. Так уж дано. Есть и худшие варианты. Кто-то с голоду умирает, кто-то болеет тяжело, кто-то инвалид. Тут уж роптать не приходится. Хотелось бы, конечно, лучше, но вот тут тоже интересный склад бутылок. Ну, пиво там, водка. Но что удивительно, даже французское вино. Французское вино здесь. Бордо. Кто это пил? Может, поили девок? Не знаю. Это удивительно. Водка, пиво — это обычно. А вот бордо... Ну, все бывает. Бывают всякие чудеса. Итак, буду готовить суп. Вот щука, я ее уже почистил. Небольшая, да, но такая есть. Тут, говорят, они крупных и нету в этом месте. 2 картошки. Луковица. И морковь. Вот это все будет в супе. Потому что это будет рыбный суп, а не уха. Как бы по классическим там понятиям, когда одна рыба и лук.
классическим. Ну, будем импровизировать, чтобы было сытнее, вкуснее. Да, было бы много рыбы, ладно, можно одну рыбу наварить и хорошо. Вот, лучок больше я резать не буду. Ой, морква. Вот морковку порежем. Чищу от грязи. Ароматная морква. Давно я даже не чувствовал. Сейчас ведь какие-то чудеса. Морковь подорожала. Стало чуть не 100 рублей стоить, а то и больше. Ну, особо мельчить тоже ни к чему. Корнеплод. Вот, корнеплод. Вот сюда их складываем, корнеплоды. Всякие корнеплоды. Ой-ой-ой. Ну ничего, в лесу тут все чисто. Тем более все пройдет термическую обработку. Главное, чтобы песка особо не попало туда. Ну это тоже фигня. Ну и картошка. Варить буду так. Сначала картошку с морковкой поставлю варить. Когда они уж так поварятся нормально, добавлю рыбу и лук. А лук можно, конечно, пожарить. Вообще тогда будет шикарно. Кстати, это неплохая мысль. Тогда будет вообще просто идеально. Вот подарили мне люди картошку. Вчера 3 картофелины съел. Сегодня 2. Еще там 3 осталось. Еще на раз. То есть человеку надо на раз где-то 2-3 картошки. Как Лев Толстой говорил, что надо человеку. Пару картошек. И там метр на 2, что ли. А, нет, это уже в самом конце ему надо захоронение. А так, сток соломы, пару картошек. Вот. Нож, он у меня из углеродистой стали, конечно, ржавеет немного. Но зато острый, старинный нож ручной работы. Какой-то вот
с детства моего еще. Я его немножко доделал, сделал спуски тут нормальные. И вот пользуюсь. Очень удобный в походах нож. Конечно, пафоса в нем нет, но практичность велика. Ладно, пойду за водой, помою рыбку. И будем делать суп. Но вот с луком, конечно, наверное, я все же его пожарю. Итак, щуку я помыл. Нарезаю теперь картошечку. Довольно-таки мелко. Кладу в воду. Ну, очистки, естественно, я бросил в огонь. Для чего нужен огонь еще? Чтобы утилизировать всякую гадость. Очистки там, шкурки, отходы всякие. Без огня так не получится. Ну, приблизительно такого же размера сделаю, как и морковь. Вот. Все это закладываю туда. Морковный суп со щукой. Так, теперь надо это дело посолить. Так. Вот набор специй. Сейчас мы туда пока только соль. Вот такого пузыречка соли вполне хватает, даже еще останется. Если расходовать ее экономно, с умом. Какие еще есть специи? Это смесь перцев черный и немножко там перца пипал есть. Это мадрасская смесь или карри какая-то там. В общем, смесь приправ. Зира или зира, хрен ее знает. Но хорошая вещь. И обнаружилось в рюкзаке. Я думал, что я забыл дома. Это хариса. Тунисская аджика. Очень вкусная вещь. Хорошо, что она нашлась. Вот такие вот у меня приправы имеются. Еще бы красный перец, но красный перец я забыл дома. Ну, вместо него вот это вот хариса пойдет. Вот здесь у меня растительное масло. Несмотря на то, что бутылочка кваса, я взял, потому что она коричневая. Вот здесь вот это кукурузное масло. Что-то тоже в последнее время оно куда-то подевалось. Редко встречается. Я люблю кукурузное масло. Сейчас, значит, будем жарить лук. А для этого нужна сковорода. Вот сковорода. Такая вот мешалочка есть. Лук. Лук. А еще есть там чеснок, его тоже потом добавлю.
Но это в конце, уж сейчас пока рано. Лук от семьи недуг. Ну вот. А постепенно погодка-то улучшается. Хорошо. Так, перемешаем тут, чтобы соль. Может, немного многовато воды, ну ладно. Ставим на огонь. Вот сюда положим. Перебазируюсь сюда. Вот так вот. А сюда на место лука приходит рыбка. Где твоя улыбка? Вот. Вот она, рыбка. Сейчас я ее тоже почикаю. Ну, такие вот кусочки. Где-то такие. Ну и хвостик. Вот. Так вот. Но это еще пока рано класть. Сначала пускай картошка там варится. Так. Ну и что? Нам необходимо масло растительное для жарки лука. Немного. Так вот. Хорошо. Ну, теперь вот лесная плита. Все на костре. Хотя у меня есть, конечно, газ, но это на крайний случай. Ой. Да, погодка-то улучшается. Погодка-то улучшается. Хорошо будет плыть. Может, и подзарядить удастся что-нибудь. Что-то у меня с павербанком не то. Вроде заряжается на много процентов, подключаю телефон, бжик, 0%. И телефон там на 10-20 зарядится. Наверное, батарейки в нем плохие. Все по нищете. Мне, чтобы Panasonic купить аккумуляторы, выковыривал из батарей старых от ноутбуков, еще откуда-то. Может, какая батарея там и неисправна, через нее заряд стекает. Кто ее знает, что там и как. Еще все по скромности, по скудности нашей. Но всего у меня с собой 3 павербанка. Все сам делал. Заказывал корпуса на Алиэкспрессе. Батарейки тут эти 18650. И делал хорошие павербанки. Но батарейки не очень хорошие. А вот купить Panasonic батарейки, сами аккумуляторы, что-то не удосужился. Стыдно. Ну что делать? Сейчас пытаюсь сделать на основе лития железооксидных элементов павербанк. Это будет, да, вот с него можно будет заряжать много раз телефон. Но пока у меня проблема в том, как зарядить его от солнечной батареи.
От сети все заряжается нормально. И балансировочная плата работает, все. А от солнечной батареи ему ж надо напряжение высокое. Есть ап-конвертер. Но ап-конвертер думает, что короткое замыкание, потому что такой ток большой потребляет этот аккумулятор. Вот сейчас я заказал плату специальную. Может, с ее помощью удастся обойти этот вопрос. И заряжать так: солнечная батарея, потом ап-конвертер DC-DC, потом вот эта плата, потом балансировочная плата с этими ячейками, и потом преобразователь быстрой зарядки. Вот это будет абсолютный павербанк с большой емкостью, с быстрой зарядкой гаджетов, которые к нему подключаются. Но это в процессе. Времени нет, сил. Приходишь с работы, уже делать что-то сил нет никаких. Особенно удручает езда в метро. Там и воздух плохой, и вонь, народ суетится. В общем, жизнь в городе не очень меня радует, честно сказать. Ну, вот жарится лук. А вот про набор посуды скажу, что у меня есть. У меня есть сковорода, есть кастрюля титановая, кружка титановая, кан алюминиевый, чайник с радиатором алюминиевый и среднего размера котелок на литр, тоже титановый с крышкой, который использую как заварочный чайник. Вот все, что у меня есть из посуды. И этого хватает выше крыши для любых применений. И на костре, и на газу, и как угодно, и как ведро, и как все. То есть это с годами сложился такой вот комплект посуды, который я считаю оптимальным. Может быть, еще миску я не сказал. Есть еще алюминиевая миска. Может, в дальнейшем заменю на титановую, потому что алюминиевая миска, она очень высокой теплопроводностью обладает. И как результат обжигает сильно. Приходится изощряться, то ее на что-то ставить, как-то что-то. А титановая все-таки оно менее теплопроводный материал, титан. И с ним миска, я думаю, будет лучше. Вот сковорода тоже уже на издыхании. Раньше она была с антипригарным покрытием, но теперь там такое покрытие, что... Может быть, тоже на титановую заменю. Но говорят, на титановых плохо готовится. Тоже из-за малой теплопроводности, как и нержавеечные сковороды. Лучше, конечно, алюминиевая с толстым дном. Это вот самое оно. Но это тяжело и неудобно. Это все легкое очень. Весь набор посуды весит вообще там очень мало. Не взвешивал специально, но там кружка 80 грамм. Это там кастрюля что-то 100 там с чем-то грамм. Может 130, фиг ее знает. Ну и так далее. Все это легкое. В общем, титановая посуда я настоятельно рекомендую. Не пожалейте денег, купите титановую посуду. Это очень удобно, очень практично. Я сам раньше тоже думал, какая-то там титановая посуда. Все это какие-то мажорские заморочки. А потом, когда распробовал, так сказать, понял, что нет, это действительно вещь. Для походов это очень удобно. Ну, конечно, надо покупать на Алиэкспрессе, не то, что нас переплачивать в 2 раза, в 3. И там за вполне адекватные цены можно приобрести титановую посуду нормально. Помешивать надо лук, чтобы он не пригорел. А то вчера я картошку-то жарил, малость лук пригорел. Ну ничего, съел с удовольствием. Жареную картошку-то впервые за неделю. Все, тут по-другому начинаешь понимать жизнь. Другие ценности.
совсем. Вот так вот. Подальше отставлю. Что-то жар тут сильный. Ну, сейчас пожарится лук. Все на костре. А запах идет какой. Ну, значит, план такой действий. Жарится лук. Я его отставляю, подождет. Потом закипает вода в этом сосуде, где картошка с морковью. Поварится немного. Потом добавляю туда рыбу, специи, лук, чеснок. Еще варится там 5 минут, ну 10 минут может. Рыбу, чтобы немножко навар такой дала. Вот. Ну все. Великолепное блюдо готово. Рыбный суп с морковью. А погодка какая-то непонятная. Кстати, что интересно, солнечная батарея сейчас лежит в палатке. И от нее заряжается фонарь, несмотря на то, что она там лежит в палатке. То есть той энергии, которую она там вырабатывает, хватает для зарядки фонаря. Но вот для зарядки телефона или павербанка этого не хватает, они не подцепляются. То есть фонарь можно заряжать даже очень малыми токами, а можете там и напряжение низкое. В общем, дело интересное. А фонарь это ночью в лесу очень полезная вещь. В палатке, когда там ко сну готовишься, без фонаря плохо. Ничего не понять, где что. Можно, конечно. Можно и со свечами, можно как угодно. Но фонарь это есть фонарь. А вдруг куда сходить надо, что-то там. А уж не дай бог, какое происшествие, что случись. Ой, спаси бог. Без фонаря будет беда ночью. Тут же обрыв, вот ночью его не видно практически. Можно кувырнуться, а там колы какие-то вбиты внизу. Так и покалечиться недолго, а то и вообще. Вообще фонарей, наверное, надо иметь два. Да и вообще дублировать такие вещи, как нож, фонарь. Но в этот раз я не стал. Обычно я два ножа беру. Один складной, другой вот такой вот. В этот раз очень спешно собирался. Много чего забыл. Красный перец забыл. А некоторые рыболовные снасти тоже не взял. А вот вода закипела там уже. Пусть кипит. Ну, лук постепенно доходит. Тут спешить ни к чему. Должен быть именно такой кондиции, как надо. Главное, чтобы лук перестал хрустеть. Вот это значит признак того, что он уже более-менее поджарился. Эх, хорошо.
Ну вот, загружена рыба туда. Сейчас она поварится минут 10. Крышку сейчас пока накрывать не стал крышкой, потому что, может быть, придется снимать пену. Поварится она, потом загружу туда лук, перец, чеснок. После чего она еще чуть-чуть поварится, и прекрасный вкуснейший суп будет готов. Даже многовато его. Но ничего, попробую осилить, потому что с собой-то вести мне его как. Можно, конечно, поставить на дно лодки, завязать пакетом там. Но это, конечно, неудобно. Даже картофельно-морковный отвар-то и то пахнет хорошо. А с рыбкой, с луком жареным, это будет что-то просто невозможно вкусное, невероятно прекрасное блюдо. Эх, распаляю себя мыслями о гастрономическом наслаждении. А тем временем вышло солнышко. Пока оно вышло, я решил подзарядить. В этот раз взял другой павербанк. Вот он мигает, заряжается. И фонарь тоже заряжается. Не знаю, как видно, там огонек. Вот, хотя батарея лежит, в общем-то, не на самом солнечном месте. Тут еще и ветви, деревья, все это. Может, переложу ее на солнечный квадратик. Как коты любят лежать на солнечных квадратиках, так и батареи тоже любят лежать на таких квадратиках. Ну вот, весь мой быт. Здорово. К сожалению, остается мало места в телефоне. Уже 58 гигабайт видео записал. Никакой дополнительной памяти я не брал. Подумал, ну сколько запишется, столько запишется. О, появляется пена. Самое время ее снимать. Ну вот, все готово. Добавлен лук жареный, добавлен чеснок. Сейчас можно снимать. Из пряности я добавил туда черный перец, чуть-чуть перца пипал, немного мадрасской смеси. Лаврового листа у меня нет, но я бы не стал добавлять. Вот он, суп. Сейчас я его сниму. Он чуть-чуть постоит, настоится. И можно кушать. Сласть.